Лето 2025 года. Южный Кавказ снова становится одной из ключевых арен глобального противостояния. Эпицентром напряженности выступает Азербайджан. Страна, одновременно находящаяся между Востоком и Западом, между Россией, Турцией, США и Ираном. Российско-азербайджанский кризис, начавшийся в конце 2024 года с трагического инцидента, уже давно перешел рамки двустороннего конфликта и превратился в масштабную геополитическую партию. 25 декабря 2024 года произошло крушение пассажирского самолета азербайджанской авиакомпании, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Практически сразу появилась версия о внешнем воздействии, позже озвученная как наиболее вероятная. Российские системы ПВО по ошибке сбили лайнер, приняв его за украинский беспилотник на фоне активности БПЛА в небе над Чечней. Баку потребовал от Москвы признания ответственности, официальных извинений, компенсаций и наказания виновных. Ответ России оказался вялым. Сдержанное заявление, не содержавшее прямого признания вины, вызвало волну гнева в Азербайджане. Началась массированная антироссийская кампания в азербайджанских медиа и политическом истеблишменте. Впервые с момента распада СССР Азербайджан не только заговорил с Россией языком ультиматумов, но и ввел ограниченные санкции против нее. Казалось, к весне 2025 года накал начал спадать, но 27 июня ситуация вновь обострилась. В Екатеринбурге были арестованы граждане Азербайджана по уголовным делам прошлых лет. Ответ последовал немедленно. В Азербайджане задержали россиян, а в России усилилось давление на азербайджанскую диаспору. Этот обмен ударами стал очередным этапом в деградации отношений. При этом Баку демонстрирует все более самостоятельную внешнеполитическую линию, в то время как Москва старается не доводить ситуацию до полного разрыва, понимая, что Южный Кавказ – это еще один фронт ее убывающего влияния. Если анализировать логику Баку, становится понятно – на фоне возможной деэскалации на Украинском фронте и возвращения России к активной политике в Закавказье, Азербайджан стремится к проактивной позиции. Завершение войны в Украине могло бы означать частичную отмену санкций против России, восстановление ее влияния в регионе и снижение зависимости Москвы от Анкары и Баку. Для Азербайджана это вызов, поэтому нынешний момент кажется подходящим для переформатирования союзов. Параллельно развивается экономический вектор. Азербайджан ведет активную политику диверсификации внешнеэкономических связей. Китай вышел на первое место по импорту, торговля с Узбекистаном ежегодно удваивается, заключены энергетические соглашения с Израилем и Сирией, а также ведется тесное сотрудничество с ЕС. Все это позволяет Баку ослабить экономическую зависимость от России и усиливает его внешнеполитическую мобильность. В этом контексте особое значение приобретает так называемый Зангезурский коридор – маршрут, соединяющий основную территорию Азербайджана с Нахичеванью через юг Армении. С момента подписания трехстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года Москва претендовала на контроль за безопасностью этого маршрута через ФСБ. Однако летом 2025 года появились сведения о новом американском предложении. Управление маршрутом может быть передано совместной армяно-американской компании. Пашинян подтвердил сам факт обсуждений, подчеркнув, что все будет в рамках суверенитета Армении. Вашингтон, в свою очередь, пошел еще дальше. В кулуарах обсуждается вариант аренды коридора на 100 лет, что сразу вызвало резкую реакцию Ирана. По мнению иранских экспертов, реализация американского плана приведет к геополитическому удушению Тегерана. Иран рискует потерять прямой сухопутный выход к Кавказу и России. Один из ведущих аналитиков, Мохаммад Азизи, охарактеризовал происходящее как попытку исключить Иран из инициативы «Один пояс, один путь», лишить его геоэкономических рычагов и создать новый пояс безопасности США у северных границ Исламской Республики. Тем временем Турция уже подписала соглашение о привлечении зеленого финансирования на сумму 2,4 миллиарда евро для строительства железной дороги до Нахичевани. Кредит выдали международные финансовые структуры во главе с японским MUFG банком при участии агентств из Швеции, Австрии и Исламского банка развития.
Эти шаги – часть проекта Срединного коридора, соединяющего Европу и Азию в обход России и Ирана. В этом же поле разворачивается и дипломатическая интрига вокруг возможного появления военной инфраструктуры НАТО в Азербайджане. Хотя речь пока идет лишь о медиавбросах, но в российском экспертном сообществе это вызывает тревогу. Поводом для войны с Украиной стало стремление Киева в НАТО, и любое движение в этом направлении на Кавказе для России воспринимается как прямая угроза. Особую символику приобретает Шушинская декларация между Турцией и Азербайджаном, в которой зафиксированы взаимные обязательства по военной защите. Если Турция разместит военные силы в Азербайджане, формально это будет двусторонний союз, но де-факто присутствие НАТО на южной границе России. Ситуацию усугубляют слухи о том, что под видом частной американской компании США якобы получили лицензию на полный контроль над 42-километровым отрезком трассы через Сюникскую область Армении. Коридор, по версии утечек, будет использоваться как оборудованный разведшлюз вдоль иранской границы. Официальные силы безопасности будут представлены ЧВК, работающими в интересах Пентагона и ЦРУ. Отметим, что данная информация пока находится на стадии проверки и не получила официального подтверждения или опровержения, поскольку помимо провластных телеграм-каналов никаких заявлений со стороны правительства Пашиняна озвучено не было. Пашинян, несмотря на декларативную приверженность России, фактически открыл пространство для альтернативной военной архитектуры. Эта новость вызвала тревожную реакцию в Иране. На этом фоне участились грузовые рейсы между Израилем и Азербайджаном. В частности, борт азербайджанской авиакомпании Silkway Airlines следовал по маршруту Эйлат-Баку. Такие рейсы, особенно на фоне слухов об израильской поддержке военных и разведывательных операций Азербайджана, вызывают повышенный интерес как у союзников, так и у противников Баку. Параллельно с этим растет напряжение и на гуманитарном фронте. 87 членов Палаты представителей США выступили с заявлением, в котором осудили этническую чистку армян в Нагорном Карабахе и потребовали обеспечить коллективное возвращение армян в Арцах. Это заявление получило поддержку швейцарской мирной инициативы и Всемирного совета церквей, сделав тему Арцаха вновь актуальной в международной повестке. Таким образом, Южный Кавказ оказался на пересечении 4 крупных процессов: упадка влияния России, амбиций США по закреплению геополитического контроля, турецко-израильского противостояния и иранской обеспокоенности растущей изоляцией. Регион балансирует на тонкой грани между стабилизацией и новой войной. И если слухи о военной базе НАТО в Азербайджане подтвердятся, это станет не просто изменением баланса, это будет признанием, что Южный Кавказ окончательно перешел под внешнее управление. Россия еще может сыграть свою партию, но ее время стремительно уходит. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные и актуальные новости мира и нашего региона.